момент игры человек фокусируется в основном на чем-то одном и не замечает всяких мелочей и штук, которые разработчики игры подготовили специально для нас, игроков в игру. Меня зовут Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о так называемых пасхалках и фишках в игре CarX Drift Racing 2. Ролик создавался при поддержке клуба Weekend Beers и помогал мне пилот Вячеслав Липатов с никнеймом Банан, за что ему отдельное спасибо. CarX Drift Racing 2 такая же полноценная игра, как и все. Здесь есть фишки, приколы, различные баги и, разумеется, пасхалки тоже. Первая так называемая пасхалка в игре связана со сменой цветов различных объектов на конфигах. Если вы зайдете на карту Airfield и при отсчете 3, 2, 1, вы увидите на заднем плане самолет. Как вы можете заметить, самолет имеет один цвет. А давайте попробуем перезапустить конфиг. Как мы видим, после перезагрузки самолет перекрасился в совершенно другой цвет. И знаете, данная особенность присутствует не только на этой карте. Я, конечно, не знаю, что разработчики хотели донести до нас этой вот фишкой, но я думаю, это связано также с погодой и временем суток в игре. Сейчас же в игре есть солнечная погода, есть темная погода, и связь самолетов как раз сюда подходит. В одно время летают одни самолеты, в другое, соответственно, другие. Все зависит от того, какое время суток у вас на трассе. Ведь в реальной жизни разные самолеты имеют разное предназначение по погоде и времени. Вторая пасхалка — костюм в игре. В игре есть огромное количество курток и всяких костюмов для пилотов, но только на одном из них, если повернуть его спиной, вы сможете заметить такую вот надпись, как RDS GP. Такую надпись можно увидеть в игре только в одном месте, в наклейках, то есть в ливреях. Соответственно, можно сделать вывод: либо данный костюм в игру добавили на основе какого-то существующего реального пилота, который имеет точь-в-точь такой же, либо это разработчик игры добавил себя в нее с такой вот, так скажем, пометкой на спине, чтобы выделяться. Но согласитесь, если бы вы делали игру, неужели вы бы не хотели, будучи разработчиком игры, оставить в ней частичку себя, именно в визуальном плане, чтобы игроки, когда об этом узнали, постоянно вспоминали и рассказывали друг другу? Ну круто же, нет? Третья фишка — билборды. Думаю, каждый из вас, катаясь на конфиге... Да ты успокойся, что ли, пес? Думаю, каждый из вас, катаясь на конфиге Санкт-Петербург, замечал стоящие билборды около дороги на тротуаре. Да по-любому вы их замечали, потому что, 100% вы не один раз в них вылетали, пытаясь сделать кизывол. Прям вот. Данные билборды, если в них присмотреться, рассказывают нам об игре CarX, но если прям сильно вглядеться, то можно увидеть там конфиг из реальной жизни, который называется Сочи Автодром. Странно, да? Карта Санкт-Петербург, а на билборде Сочи Автодром. Я думаю, разработчики игры хотели донести до игроков то, что данный конфиг в скором времени появится и в игре. Но исходя из того, сколько по времени этот билборд тут находится, остается только надеяться на то, что разработчики игры сами про него не забыли, ведь хочется же на новых конфигах покататься. Четвертая пасхалка — лодка. Лодка? Игра же про автомобили и дрифт. Казалось бы, при чем тут лодка? На причале на конфиге под названием Санкт-Петербург стоит вот такое вот средство передвижения по воде. И знаете, в чем самый прикол? Это не просто рандомная моделька какая-то. Разработчики добавили реальную лодку из жизни, которая имеет свое название Meteor 73. Данное судно было выпущено всего лишь в количестве 2000 экземпляров, где 200 из них были списаны в скором времени. Казалось бы, почему бы не добавить просто рандомную лодку в игру без названия? И если разобраться, связи тоже особой нету. Кстати, данная лодка стоит в парке Прибрежный и в городе Ульяновск в виде музейного экспоната, на который может каждый из желающих взглянуть и даже потрогать. Пятая пасхалка: продолжайте дрифтовать весело. Эту фразу можно прочитать на билборде на карте Милтон Драйв. Если всмотреться, на нем изображены только полицейские автомобили, а надпись «дрифтовать весело» напрямую зависит от них. Ведь если вы нелегальный гонщик, то в любом случае ваша жизнь никогда не будет скучной, потому что вы либо будете ремонтировать ваш автомобиль, разложившись на нем об стол, либо вы будете ужать вот от этих милых парней с мигалками. Поэтому данная надпись, так сказать, девиз дрифтеров. Не, ну а чё, неужели, когда вы дрифтуете, вам не весело? И ни разу в GTA какой-нибудь не убегали от полицейских, набивая себе максимальное количество звезд? Ну это ж прикольно, не? В общем говоря, вот такие вот фишечки и пасхалки, если это можно так назвать, существуют в игре CarX Drift Racing 2. Наверняка их есть еще очень много, просто пока их еще никто не нашел и не увидел. Ставьте лайк под роликом, подписывайтесь на канал, пишите любой комментарий и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые ролики на канале. Всех целую и люблю. Пока-пока.